Друзья, всем привет! Вы на канале BRN Motors, меня зовут Айтимир. Прошла уже неделя с прошлого выпуска, очень много новостей накапало за неделю, поэтому все самые интересные новости в этом выпуске. Поехали! BMW M анонсировала свой первый электромобиль. В 2022 году подразделение BMW M, известное своими дорожными спорткарами и гоночными автомобилями, отмечает 50-летие с момента основания. Полувековой юбилей компания отмечает рядом премьер, одной из которых стал не автомобиль, а объявление о намерениях. В ближайшем будущем в линейке BMW M появится первый в истории электромобиль, работа над которым уже идет полным ходом. Первый прототип даже показали в официальном промо-ролике. Направление подразделения BMW M не менялось на протяжении 50 лет, но даже они решили пойти в ногу со временем и испытать новые технологии. Водолазы спасли Ford F-150 из-под воды. Во время подготовки экспедиции Trans-Global Car Expedition к кругосветному путешествию в 2024 году на одном из тест-драйвов модифицированный Ford F-150 провалился под лед. К счастью, никто не пострадал. Следуя правилу не оставлять следов, группа потратила очень много времени на то, чтобы решить, как лучше всего вытащить автомобиль из воды. На прошлой неделе с помощью водолазов, гигантских плавучих устройств и сверхмощного вертолета машину удалось вытащить. Вертолет доставил автомобиль в Йоа-Хейвен за полярным кругом. Компания же, в свою очередь, в своем инстаграм-аккаунте сообщила, что оставили место в нетронутом состоянии, сохранив красивую, но хрупкую арктическую экосистему. Что ж, ребята большие молодцы, что не оставили это все как есть и исправили свою неудачу. Кстати, готовясь ко второму выпуску, мы нарвались на новость из старого выпуска, которая звучит так. Реальную версию Porsche 911 из тачек продали по рекордной цене. Помните, да, мы в прошлом выпуске рассказывали, что Porsche выпустили реальную версию Салли из мультфильмов «Тачки». Так вот, ее продали. Машина улетела просто с молотка на благотворительном аукционе. Знаешь, за сколько? Не знаешь? Выручить удалось какую-то заоблачную сумму в 3,6 миллиона долларов. И как обычно это бывает, кому достался реальный вариант мультяшной Карреры, неизвестно. Помимо самой машины, конечно же, он получил какие-то еще плюшки, типа часы, чехлы, дополнительные колеса. Хотя зачем ему дополнительные колеса, учитывая, что машина пока что в единственном экземпляре, и вряд ли он будет на ней ездить. Явно какой-то прошаренный коллекционер. Ford сокращает 3000 рабочих мест. Автомобильный концерн Ford решил уволить около 1000 штатных сотрудников Северной Америки и Индии из-за перехода на электромобили, передает Daily Mail. Главный исполнительный директор Ford Джим Фарли уже несколько месяцев говорит, что, по его мнению, у автопроизводителя слишком много людей и что недостаточное количество сотрудников обладает навыками, необходимыми в условиях перехода автомобильной промышленности на электромобили и цифровые услуги. В электронном письме, отправленном сотрудникам, Фарли и Ford заявили, что структура затрат компании не конкурентоспособна по сравнению с традиционными и новыми конкурентами. Пока не ясно, какие конкретно должности попадают под сокращение. В свою очередь, Ford прогнозирует, что к 2030 году от 40 до 50% продаж в США будут электрическими. В настоящее время около 1% автомобилей на дорогах Америки работают на электричестве. Bentley выпустит виски в горизонтальной бутылке. Компания Bentley и шотландская винокурня Macallan в следующем году выпустят коллекционный виски. Его разольют в необычную горизонтальную бутылку, которая будет заключена в изогнутую структуру, напоминающую клепки дубовой бочки. Все это изготовят из вторсырья и экологически безопасных материалов. Как их столпов качества бренда Macallan, их будет 6. Медь, алюминий, стекло, 2 вида дерева и натуральная кожа. Сотрудничество
шотландской винокурни Macallan и Bentley началось в прошлом году с постройки специальной версии Bentayga Hybrid. Первый же совместный продукт двух брендов будет называться Macallan Horizon. Это горизонтальная бутылка виски, изготовленная преимущественно из вторсырья экологически безопасных материалов. Этим двум брендам было просто суждено сделать коллаборацию, ведь Macallan это Bentley в мире виски, а Bentley это Macallan в мире автомобилей. Во Франции заплатят 4000 евро тем, кто пересадит с автомобиля на велосипед. Не секрет, что следя за новостной лентой автоновостей, можно заметить некую тенденцию, насколько остро встает вопрос экологичности в последнее время. Поэтому, так как страна заметно отстает от соседей по доле велосипедистов, власти хотят это исправить. Французы решили заметно поощрять своих граждан за отказ от автомобиля в пользу велосипеда. Тем, кто откажется от грязного транспорта, выплатят по 4000 евро, но для этого должны быть соблюдены некие условия. Однако, какие это условия, как они будут проверяться, не уточняется. Таким образом, правительство будет пытаться нагнать другие страны, где велосипеды заметно популярнее, и повысить общую экосознательность среди населения. По плану Макрона, президента Франции, Париж станет полностью пригодным для езды на велосипеде. В развитие города под двухколесный транспорт вложат чуть ли не 250 миллиарда евро, и за 5 лет в столице должны проложить больше 100 километров велодорожек. Французы пытаются тем самым нагнать другие европейские страны, Германию, Нидерланды, Данию, которые обошли ее в распространении велосипедов. Сейчас велосипеды составляют всего 3% Франции, и их доля по плану увеличится до 9%, если принятые меры дадут какой-либо эффект. Для сравнения, в Нидерландах на велосипедах разъезжает почти треть населения страны. Насколько быстро вступит в силу данный законопроект и насколько охотно французы будут пересаживаться на велосипеды, отказываясь от некого комфорта в пользу экологии, остается самым главным вопросом. Между тем выяснилось, что большинство владельцев экологичного транспорта на самом деле не слишком волнует состояние окружающей среды. Как показало недавнее исследование Pollster в США, 55% покупателей электрокаров привлекает другие плюсы. Это имидж, экономичность и мощность силовой установки. Ford Escort принцессы Дианы продан за 850 тысяч долларов. Как сообщает Bloomberg, сумма, за которую был продан автомобиль, более чем в 10 раз превышает цену коллекционного Ford Escort RS Turbo, проданного в 2021 году. Но на нем не ездила Диана. Сейчас такие машины в объявлениях стоят всего 5-6 тысяч долларов. Кстати, в то время как большинство Ford Escort RS Turbo были белыми, специально для Дианы было построено всего 3 автомобиля черного цвета для нее и ее охраны. Сумма, за которую был продан автомобиль, доказывает, что наследие Дианы не забыто, и спустя 25 лет после ее трагической гибели люди готовы платить огромные суммы для того, чтобы сохранить эту частичку истории у себя. Эрдоган поделился видео теста турецкого электромобиля. Глава государства накануне посетил полигон в районе научно-технической долины Гебзе, где сел за руль прототипа турецкого электромобиля. А в автомобиле наряду с турецким лидером находился глава правления инициативной группы «Турецкие автомобили» Мехмет Гюрджан. Подготовку к серийному производству планируется завершить к 29 октября текущего года. Серийное производство может начаться с конца текущего года, а уже в первом квартале 2023 года на рынок поступят первые серийные электромобили сегмента SUV. Далее планируется начать производство электромобилей сегмента седан и хэтчбэк. К 2030 году планируется довести производство турецких электромобилей 5 моделей до 1 миллиона единиц в год. Ну, что можно тут сказать? Касым Жомарт Кемелюлы, ждем вас в гости. У нас уже 4 машины есть готовые, на которых вы можете прокатиться и также поделиться этим видео со своими подписчиками в Твиттере, и там, Инстаграме и так далее. Поэтому приезжайте, мы вас ждем, будем рады.
28 августа 1936 года была основана автомобильная компания Toyota, основателем которой стал Киичиро Тойота. Вообще-то, первые автомобили были выпущены годом ранее, в 1935 году, но тогда автомобильное производство было лишь подразделением гигантской корпорации Toyota по производству ткацкого оборудования, хозяином которой был отец Киичиро, Сакичи Тойода. Любопытна причина, по которой название новой компании было изменено. Чтобы написать иероглиф «Тойода», требовалось 9 движений кисти, а число 9 считается у японцев несчастливым. Поэтому после проведения конкурса было взято новое название, близкое по звучанию – «Тойота». Для этого начертания требовалось лишь 8 движений, а 8 в Японии не просто счастливое число, но еще и символ богатства и процветания. 100 лет назад, 13 августа 1907 года, в Нью-Йорке было запущено первое такси. Но история городского такси началась задолго до этого. Еще в 18 веке некий предприимчивый француз основал постоялый двор конных экипажей около часовни Святого Фиакра, покровителя садоводов. Фиакры стали первыми в мире наемными общественными экипажами. До этого кареты могли принадлежать только вельможам и помещикам. В 1896 году французский автомобильный клуб провозгласил, что столица мира были бы очень к лицу моторизированные фиакры без лошадей. Так и началась история такси.